Сегодня я расскажу о чайных предметах, которые мы используем в чайной церемонии. Итак, первое это чабань. Чабань используется для чайной церемонии. Здесь мы ставим посуду, которую нам нужно, и также она служит для слива воды. Слива воды, так как к ней есть прикреплен шланг, этот шланг спускается вниз, и внизу есть чаша воды, куда сливается вся ненужная вода нам или чай. Они есть разных типов. О типах я могу рассказать немного больше в моих следующих видео. Также хочу сказать, что в классическом варианте при особых видах чая, таких как улуны или черные чаи, как пуэр, она используется. Но сейчас уже идет модернизация, и во многих случаях она нам просто не нужна. Когда она нам не нужна, я тоже запишу вам видео, и вы можете увидеть. Так, следующий наш предмет это чачи. Это ваза. Она тоже не обязательный предмет, она просто создает нам атмосферу. Мы можем сюда ставить цветы или какие-нибудь веточки, которые будет служить гармонией к самой чайной церемонии. Итак, третий предмет. Чадзу. Чадзу состоит из 6 элементов. Итак, первый из них это чадзы. Чадзы это лопатка, с помощью которой мы достаем чай из чагуани. Чагуань это баночка, в которую складываем чай. Чачи это лопатка, с помощью которой мы тоже достаем чай из чагуани, когда у нас чай крупного листа. Если чадзы, она подходит более для мелкого чая, для мелкого листа, а чачи для крупного, потому что крупный в эту лопатку может не поместиться. Это создаст трудности для доставания чая. Ну, я покажу на примере. Вот у нас чагуань. Я вот достаю чай, потому что он мелкий. А если бы здесь был крупный чай, я бы тогда просто его вот так доставала понемножку. Итак, следующий. Чаджен. Чайная игла. Она нам служит для того, что когда у нас в чайном носике забивается чай, мы можем его протолкнуть. И тогда вода обратно начнет выступать. И чадя, щипцы. Они служат для того, чтобы, когда мы промываем посуду, мы можем брать фиалочки именно этими щипцами. Так мы не обожжем себе руки, потому что вода может быть очень горячая. Ну, покажу, как это делается. Допустим, вот. И когда мы будем мыть чашечку. Да? Или просто из нее воду выливать будем. И чагуань. Это колба, куда мы складываем все наши принадлежности. Чагуань. Чагуань это сосуд для хранения чая. Они есть разной формы и сделаны из разного материала. Допустим, есть глиняные, есть стеклянные, есть из керамики сделаны. Этот материал подбирается в зависимости от того, какой чай вы будете там хранить, потому что для каждого чая есть свои условия хранения. Ну, допустим, вот у меня из глины сделанная, и видите, крышечка не очень много прилегает. В ней мы можем хранить, например, черный чай, такие как пуэр. Если бы она была, например, стеклянная, там мы можем хранить цветочный чай или зеленый, потому что зеленый чай, он по себе очень красивый. И чтобы его было видно, мы его ложим в стеклянные сосуды. Есть также керамические. Керамические, они в основном, крышка будет очень плотно прилегать, чтобы не пропускать воздух. В таких
чагуанях мы можем хранить белый чай или, например, красный чай. Все храним в этом. Ну, я вам тоже могу видео записать более подробно о чаях и в каких чагуанях их лучше всего хранить. Так, следующее. Чахэ. Мы сюда складываем чай перед его заваркой. Они есть разных типов, разных видов, есть бамбуковые, есть другой формы. Я, может, о них расскажу в следующих моих видео, если вам интересно, пишите в комментариях. И, естественно, я хочу вам показать, как это работает. Итак, я беру чагуань, чадзы, так как у меня мелкий лист, и достаю чай и выкладываю его в чахэ. Итак, когда чай находится в чахэ, я могу его рассмотреть. Для этого я могу взять, например, чачи, раздвинуть немного, посмотреть его цвет, понюхать его на запах. И потом мы, естественно, будем складывать его в чайничек. А так как мы сегодня не завариваем, я его обратно высыпаю. Так, это чахэ. Хорошо, следующий наш предмет. Чаюй или шуэюй. Сюда мы сбрасываем ненужную воду нам или чай. Так как я вам вначале говорила, нам не всегда нужно это чабань. Иногда нам просто достаточно, чтобы у нас была шуэюй. И сюда мы будем выливать нам ненужную воду или ненужный чай. Ну, это чаху, джу чаху. Это чайник для заваривания воды. Ну, это, я думаю, объяснять не нужно. Итак, чадин – это полотенце, которое мы используем для чайной церемонии. Они есть разных видов, разных форм, есть прямоугольные, есть квадратные. Естественно, есть определенная складка, как складывать это полотенце. Я об этих складках записала отдельные видео, вы можете найти их у меня в плейлисте. Естественно, для каждой чайной церемонии используется разная посуда. И, естественно, под эту посуду мы складываем наш чадин. Итак, следующий наш предмет – это чаху. Это у нас был джу чаху. Джу на китайском будет кипятить. А это просто чаху. Ну, есть разного вида чайнички, есть из глины, из финской глины очень известные, есть керамические, их очень много. Я вам запишу видео по поводу чайничков немного позже. Гайвань. Это керамическая гайвань. Мы ее тоже можем использовать для заваривания чая. У них есть разные формы, тоже разные материалы. Я о них тоже запишу отдельное видео, если вам интересно, пишите в комментариях. Чахай или гондаобэй. Гондаобэй я его всегда называю, так как в этом регионе Китая, где я живу, его называют гондаобэй. И в нашем институте чая и культуры тоже его называют гондаобэй. Потому я его буду так называть. Но это одинаковый предмет, если, может, смотрите какие-то другие ресурсы, где его называют чахай. Он сделан из разных материалов. Например, этот из стекла, есть также из глины и из керамики. Но я предпочитаю стекла, потому что в нем можно разглядеть цвет чая и также его изменения с первым или вторым проливом. И кто хочет поближе познакомиться с чаем, рекомендую именно стеклянный. Также есть гондаобэй, у которых есть ручки.
Но я без ручки использую. Какое его предназначение? Ну, допустим, если у вас есть, например, 5 друзей, которые пришли попить чай, и вы видите, эта гайванька, она очень маленькой емкости. Ну, допустим, я просто налью воду. Смотрите, с одной гайваньки получается очень малое количество чая, только половина. Естественно, на 5 друзей мне не хватит. Я могу заварить вторую, и так, чтобы чай должен получиться одного вкуса. Так как вы понимаете, первая заварка и вторая заварка, она по вкусу и по крепости будет отличаться. Но так, чтобы все друзья попили чая одного вкуса и одной крепости, я использую этот гондаобэй, чтобы чай тут перемешался и был одним вкусом. И когда я разолью уже в пиалочке, все испробуют чай, который будет одного вкуса. Также последний наш предмет, последних два, это пиалка, чашечка, из которой мы пьем, и подставочка под него. Ну, также можно с подставочкой, можно без. Подставочки тоже есть разные, из бамбука, из железные, есть и пластмассовые, и деревянные, разные. Если у вас есть вопросы еще, пожалуйста, пишите мне в комментариях, и я на них отвечу. И запишу вам следующее видео.